Приветствую! Наверняка любой человек, приступавший к рисованию манги, внезапно осознавал, что подбирать кадры иногда затруднительно, потому что не совсем понятно, сколько их должно быть на странице, каких размеров их делать и с каким наполнением. Первая мысль, которая приходит в голову, это художник сам придумывает, какую создавать композицию, поэтому можно делать так, как хочешь. Но на самом деле, даже в таком абстрактном и хаотичном явлении, как компоновка кадров на листе, имеется своя структура и свои правила. Начнем. Сперва вы должны осознать важность разных действий. Допустим, вам надо изобразить разговор двух людей, причем этот разговор ненавязчивый, легкий, то есть самый обычный. В нем не происходит никакого экшена, поэтому кадры будут, скорее всего, монотонными. Просто обычные кадры с обычными персонажами, которые что-то по-обычному говорят. Я буду сразу демонстрировать то, что рассказываю, на примере настоящей манги. В данном случае Bleach. Вот, например, страницы с обычными разговорами. Кадры не большие, не маленькие, просто разная компоновка. Они не имеют какой-либо особенной важности, какой-то эпичности или внезапности действий. Поэтому и персонажи изображаются маленькими. В принципе, это просто самый обычный разговор. Как хотите, так и изображаете. А теперь давайте представим, что вам надо изобразить разговор, в котором кто-то сказал очень важную или очень внезапную фразу. Всегда для подчеркивания важности кадр с этим моментом делается большим. Примерно это получается так. Стоят два персонажа. Один спрашивает, например, что ты делал вчера вечером? А этот отвечает ему, я грабил дома, например. Плохой пример, но в целом, чтобы вы понимали, что эпичность этого момента проявлена таким образом. Фраза помещена в большой кадр. Сразу же показываю Bleach. Вот, эта страница, когда персонаж заявляет что-то важное или заявляет внезапно. В данном случае он заявляет что-то важное. Кадр с ним занимает почти всю страницу, хотя мог занимать и всю. Таким образом, суть в том, что важные действия должны быть показаны в больших кадрах, а незначительные в мелких. Точно такое же правило действует и с внезапными и резкими действиями, которые также должны быть показаны крупным кадром. Если я рисую, например, в манге, как персонаж бежит, прыгает с обрыва, у него на спине начинают появляться крылья, то в следующем кадре я делаю страницу большой, к примеру, и показываю всю эпичность возможности персонажа использовать эти крылья. То есть, если бы я сделал, например, большим кадр вот этот, где персонаж отрывается от уступа, то получилось бы, что сам факт прыжка очень важный, что, например, кто-то не мог решиться и наконец-то прыгнул. Но тут в данном случае будет важным то, что у персонажа вдруг оказывается есть крылья, и он может ими пользоваться, поэтому эта страница будет большой. И традиционно в Бличе показываю. Вот эта страница с появлением монстра из неба. Например, если посмотреть сюда, где персонаж говорит вот класс, то вот этот кадр по своей важности намного уступает вот этому, где из неба появляется здоровенная голова монстра. То есть тут эпично происходит экшен, происходит какое-то внезапное действие. А тут персонаж просто сказал класс, поэтому кадр маленький. Это же правило больших и маленьких кадров действует и в случае с боевыми сценами, потому что удары и всякие внезапные действия хорошо проявляются в боевых сценах и тоже показаны обычно крупным кадром, иногда даже на всю страницу, как один персонаж держал меч и отбил внезапную атаку второго персонажа. Внезапно тут напал, и получается такой экшен.
Поэтому этот кадр будет большим, а не вот таким вот на всю страницу. Тут они дальше что-то говорят, тут опять смахнулись, и будет создаваться впечатление обыденности, что все-таки должно быть, и они там через каждое слово махают мечами. В Бличе вот этот самый момент. Например, буферные кадры небольшие, которые предшествуют какому-то эпическому действию. И само действие, которое занимает всю страницу. Вот персонаж, он держит в руке меч, которым он уже взмахнул, но это не показывается. Показывается ударная волна, которая прошла по монстру и нанесла ему урон. И как видите, этот кадр тоже не вот такой на странице, а вот такой, который занимает все место, потому что он достаточно важный, достаточно внезапный. То есть, как вы понимаете, размер кадра обусловлен тем, что на нем изображено. Если это что-то обыденное, что-то заурядное, то тогда этот кадр, скорее всего, будет маленьким. Еще один совет заключается в том, что необходимо постоянно выкладывать свою мангу в хронологическом порядке. То есть, когда вы рисуете раскадровку, у вас есть уже какие-то готовые страницы, и вы ложите рядом раскадровку, и вы всю мангу свою читаете как зритель. Дело в том, что если постоянно не принимать во внимание предыдущий сюжет, то вы столкнетесь с тем, что потом при прочтении будут логические разрывы между страницами. Потому что когда мы сосредоточены на рисовании одной страницы, она лежит перед нами, мы ее рисуем, то она для нас как целый отдельный мир. Поэтому можно случайно забыть о том, что было до этого, и нарисовать страницу, начинающуюся с таких кадров, которые будут не очень связаны с предыдущей страницей, но для вот этой одной единственной страницы они будут подходящим началом всего сюжета. Однако потом, когда вы начнете читать всю вашу мангу полностью, то очень бросится в глаза логический разрыв. Но этой проблемы легко избежать, если вы просто будете класть раскадровку рядом с готовыми страницами и смотреть на них как читатель. Тогда несостыковки исчезнут. На этом все. Спасибо за просмотры. Жду вашу мангу.